Ребята, я снял сериал про сведения. Сериал про сведения. Первый сезон состоит из 6 серий. 6 серий, когда после того, как они прошли эфиры, по вашим отзывам, я понял, что это все очень офигительно, это очень здорово. Но все 6 серий я сводил на аналоговой консоли с этими эквалайзерами, с дорогими железячками. Я понял по вашим отзывам, что у вас-то этих железячек нет, и то, что я вам показывал, вы на практике не можете применить. Поэтому я пришел к выводу, что мне нужно снять второй сезон. Еще серии 5, наверное, будет. И сделать все то же самое, что я делал, но уже внутри DAW-станции. Это, так сказать, mixing in box или mixing in DAW. Ну и думаю, что от этого пользы вам будет больше. Сейчас я вас познакомлю с треком. Значит, ближайшие 5 серий. То есть, если говорить о предыдущем сезоне, то мы с вами там что сделали? Мы разобрали основные этапы сведения. Это спектральный баланс, музыкальный баланс, построение пространства и final mix. А теперь все то же самое мы с вами проделаем внутри DAW-станции. Это уже будет в этом сезоне. Я думаю, что да, получится 5 серий, потому что я не знаю, кстати, буду ждать вашего мнения, надо ли показать отдельно тюн и обработку вокала. Ну, это вы мне напишите. Кто не смотрел предыдущий сезон, ссылка у вас будет в описании. Сейчас я вас познакомлю с треком, мы послушаем куплет-припев, и сегодня сделаем баланс ритм-секций. Рассвет встречает, и я, нас на свете нет нежней, и я забудем свои печали, и я навсегда лишь твои. Улетим мы с тобой до рассвета и высота, но голову скруши. Улетим мы с тобой в наше лето, ты и я и ты и я. Окей. Let's do mixing. У нас есть такой русский Timberlake. И давайте посмотрим на его ритм-секцию. Что у нас там по ритм-секции? У нас есть луп, есть кик, снейр, второй снейр в припеве, крэш, хэт и тамбурин. Начнем с кика. Кик, в принципе, да, он в стилистике, он вполне приличный, хороший кик. Ну, первое, давайте попробуем. Гитировать тут нечего, поскольку он у нас, это сэмпл, он уже обработанный, да? Ну, первое правило, что я вам хотел сказать. Кат-фильтр на 31 Гц можно поставить сразу же на всех дорожках на сведении. Все, что находится ниже 31 Гц, как правило, нигде не воспроизводится, и слава богу. Потому что частоты, которые находятся в инфранизе, 6, 18 Гц, они попадают в резонанс с нашими биоритмами сердца, мозга и так далее, и это не есть хорошо, лучше, когда их нет.
Ну, поэтому кат-фильтр на все дорожки минус на 31 Гц – это хорошее решение, и, в общем, можно этого правила просто придерживаться всегда. Теперь попробуем скорректировать основной тон бочки. Основной тон бочки хорошо тогда, когда он работает у вас в тональности. В данном случае у нас тональность ми минор, поэтому нам лучше взять либо нотку ми, либо соль, либо си. Ну, наверное, соль будет не лучший хороший вариант, это терция, да? А ми это прям, наверное, идеальный вариант. Посмотрите, я уже показывал, в интернете есть вот такие таблички, где у вас с правой стороны нотки, потом их буквенное обозначение, и дальше идет частота, на которой она работает. Посмотрим, где у нас ми. Итак, у нас ми это 82 Гц. Да? 82 Гц хорошая частота для бочки, потому что, ну, во-первых, она у вас будет точно в тонику. Это, во-первых, вы избежите всяких конфликтов бочки и баса. И второе, то, что 82 Гц у вас будет воспроизводиться не только на хай-энд оборудовании в клубе, но и практически на любом мультимедиа. На ноутбуке воспроизводиться не будет все равно. Ну, на самом деле, там практически 83. Нет, 82. 82. И на плюс 8, плюс 10 я сделаю, чтобы нам послушать, как она звучит. Коррекции на 4-6 дБ вполне достаточно. Второе, чтобы ее чуть-чуть присобрать, я приберу ее нижнюю середину. Для этого я поставлю Bell срез на 350 Гц в центре с добротностью 4 и на минус, наверное, ну я сейчас сделаю на минус 8, а потом, наверное, мы немножко ослабим. Итак, вот так это будет звучать. Ну, она чуть-чуть присобралась и стала более такой увесистой. Теперь смотрите, поскольку 82 Гц на ноутбуке воспроизводиться не будет, и чтобы сохранить кик, нам нужно сделать подъем на момент касания пластика. Это от 2000 и выше. И сейчас попробуем подобрать эту частоту. Я сделаю опять коррекцию где-нибудь на 8 дБ вверх, и мы пройдем от 2000 вверх. Ну, это некрасиво звучит. Неплохо. Ну, наверное, 8 уже слишком. 6 мне кажется пока вполне приемлемо. Ну и поменьше. Теперь мы попробуем сделать компрессию и чуть-чуть подтянуть атаку, сделать ее чуть-чуть ярче и острее кик. Ну вот такая компрессия, она будет выделять касание пластика. Ну вот она стала поострее, и немножко скорректируем низ. Здесь сделаем чуть побольше подъем. С киком пока все. Теперь послушаем всю ритм-секцию и послушаем малый барабан. Луп пока выключен.
Ну, мне не хватает остроты и не хватает тела. Тело у Snare Drum, оно будет где-то в районе 160 Гц, да, ну, то есть, в принципе, это октава к бочке, да, 164 у нас тут должно быть. Теперь они в октаву. И как эта частота звучит? Ну, с телом что-то там не очень дружится, да, потому что тут, в принципе, у него почти ничего нет, на самом деле, у этого малого барабана. Но небольшой подъем здесь в любом случае не помешает. И теперь за счет компрессии добавим остроты. Я опять опускаю очень сильно порог, и мы слушаем. Можно чуть подлиннее. Теперь поднимаем порог. Ну вот у него атака стала сейчас поярче. Если сделать очень короткий релиз, то хвост будет как бы чуть-чуть пожирнее. Думаю, пока мы не будем с хвостом ничего делать, оставим те же 50, которые и были. Посмотрим, что по поводу касания пластика. Можно попробовать на 8000, наверное, чуть-чуть ему сделать подъем. Сейчас я сделаю на 8, мы услышим, что нам это дает. Не очень. Ну, давайте на +3. Ну, фактически это не снейр, это такой обод, римшот. Хорошо. Слушаем хэт. Ну, достаточно вялый хэт, прямо не хватает вот момента касания палочки. Поэтому мы сейчас сначала с вами его откомпрессируем и добавим остроты. Подберем атаку. Ну, мне нравится, как звучит 15. Теперь отпускаем порог. Чуть-чуть еще ослабим порог.
Ну, наш барабанщик стал сильнее бить палочкой, атака стала ярче. Ну и следующая задача – это подружить хэт с тамбурином. Для этого я включу в моно и хэт, и тамбурин, и попробую эквализовать хэт так, чтобы тамбурину было достаточно комфортно в этом миксе, и чтобы он хорошо прослушивался. То есть техника такая: эквализуем один инструмент, слушаем другой. Пойдем с вами от 1500 вверх с гейном 8. Ну вот мы шли от 1500 до 8, и я надеюсь, что вы это слышали, да, потому что примерно на 4000 они слились как одно целое, и уже невозможно отличить тамбурин от нашего хэта. Поэтому хэт может быть либо очень низким, ниже, но, наверное, для этого трека это не самый хороший вариант, либо существенно выше 4. Еще раз пройдем, это от 4 и вверх. И на 8000 вы тамбурин будете слышать абсолютно четко. И они друг другу не будут мешать, они будут как бы разделены частотно. Хэт можно сделать и выше, но тогда он становится очень тоненьким. Я думаю, что 8000 это то, что надо для этого хэта. Сейчас хэт повыше, тамбурин пониже. И теперь давайте проверим эквализацию тамбурина. Возможно, нам там тоже можно что-нибудь добавить. Сейчас мы посмотрим на него. Ну, во-первых, за счет компрессии ему тоже можно добавить остроты. Сейчас я опускаю сильно порог и потом подбираю атаку. Теперь отпускаем порог. И посмотрим, как эквализация на тамбурине будет влиять на хай-хэт.
Ниже 4 кГц уже как-то он не очень естественно звучит. На 8, естественно, он сливается с хай-хетом, поэтому его частота 4000, и она, в общем, была правильно исходна, поскольку мы такой выбрали высокий хэт. Небольшую коррекцию мы делаем на 3 дБ. Ну и теперь все вместе. Ритм-секцию. Послушаем луп отдельно. Ну, низа на нем нет, а нижняя середина на нем достаточно яркая. Верха на нем тоже нет. Поэтому нужно найти частоту, на которой он будет комфортно себя чувствовать в этом миксе и не мешать другим инструментам. Сейчас явно нижняя середина дает слишком большое заполнение. Я попробую кат-фильтром это сделать. Вот сейчас попробуем сначала просто нижнюю середину убрать. Ну, там какой-то появляется подбой, поэтому давайте-ка пока оставим так, как вот есть, за исключением того, что вот сюда 31. Подбой под бочку я имею в виду, то есть он, в принципе, неплохо там подталкивает кик. И теперь все вместе. Ну вот теперь у меня появилось желание чуть-чуть покороче сделать хай-хет. Я попробую это сделать с помощью гейта. Возможно, будет слишком коротко, но пока оставим так. Тамбурину стало свободней. Ну, у нас изначально хэт и тамбурин были в центре, сейчас мы их чуть-чуть разнесем в разные стороны и посмотрим на общую картинку. Хай-хет слегка доминирует над тамбурином, поэтому хай-хет минус 3 дБ, а тамбурин плюс 2. Но в любом случае это очень предварительный баланс. Ну и теперь попробуем отключить все плагины и послушать, что было до. Крэш мы вообще никак не обрабатывали. До. После. Ну, последний эксперимент. Я хочу на лупе попробовать вытянуть ту бочку, которая там все-таки есть.
четвертой полосой. Давайте попробуем. Мы сейчас эту бочку поставим на ноту Си. И они у нас будут играть в квинту. 61, 52, 124. Эксперимент, конечно. Вполне вероятно, что потом я это все выключу. Ну, все вместе послушаем. И последнее, что нам нужно, это подружить бас и посмотреть, как вообще бас с нашей ритм-секцией взаимодействует. Ну, неплохо, неплохо. Они, в принципе, друг другу не мешают. Бас и бочка не мешают друг другу. Но чтобы обезопасить себя, я поставлю компрессор на бас, заведу сайдчейн компрессию, включу эту сайдчейн компрессию, посыл на бочке. То есть мы зайдем вот сюда в сенд и активируем посыл на бочку. Сайдчейн баса. И посмотрим, как это теперь будет звучать. Ну да, так у нас бас будет отставать. Поэтому нужно сделать сайдчейн очень аккуратно. Не так, как делается в IDM музыке, а очень мягко, так, чтобы она была незаметной. Ну, предварительно. Предварительно ритм-секция готова. На этом, наверное, на сегодня все. В следующем видео мы с вами попробуем разобраться с музыкальным балансом, с формой и посмотреть, как мы можем улучшить эту форму, чтобы все время держать внимание слушателя и чтобы она хорошо работала с точки зрения динамики, переходов, кульминации и так далее. На сегодня все. Надеюсь, сериал будет удачным. Пока вот это только первая серия. Всем пока. Хороших миксов.